Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодня я вяжу летнюю сумочку из популярного масс-маркета. Сумки на круглых ручках всегда актуальны, не выходят из моды и впишутся в любой гардероб. У меня ручки из натурального бамбука, диаметр 14 сантиметров. Вязать я буду тоже из натурального волокна. Твист рафия – это крученная рафия, стопроцентное волокно пальмы, в мотке 200 метров, 110-120 грамм. Сумочки из такого материала смотрятся очень эффектно и прекрасно держат форму. Также я приготовила маркеры, ножницы, крючки необходимых размеров. Вязать буду крючком 5,5 мм и как вспомогательный 4 мм. На каждом этапе буду озвучивать количество петель, рядность и размеры заготовок в сантиметрах. Все необходимые ссылки для заказа инструментов и материалов оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Вязать буду в 2 сложения нити. Точные размеры и расход на готовое изделие указываю в описании под этим роликом. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю и образую первую петлю. Далее мне потребуется 15 воздушных петель. У меня получается около 18 сантиметров, и последняя петля идет на петлю подъема. Я пропускаю ее и вставляю крючок в заднюю перемычку второй петли, так чтобы кромочная коса осталась с другой стороны. Провязываю столбик без накида. Так у меня 14 точек до конца ряда, в каждую провязываю столбик без накида. В последнюю 14-ю точку я провязываю сразу 3 столбика, для того чтобы перейти на вязание по кругу. Второй. Край начала опускаю в полотно и в эту же точку 3-й столбик. Это поворот. Здесь можно первую точку поворота и последнюю точку поворота маркировать для удобства. Далее вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и провязываю столбики без накида в обратном направлении. На повороте с другой стороны я точно так же в одну точку провязываю сразу 3 столбика и перехожу на вязание по спирали без соединения рядов. Сразу за обе дужки кромочной косы продолжаю вязать столбики без накида. Этот поворот точно так же маркирую. Первая точка и 3-я точка. Вяжу до следующего поворота, до первого маркера. В каждом ряду от маркера до маркера мне необходимо сделать 3 добавления, провязывая по 2 столбика в одну точку. Первая добавка, следующие дужки кромочной косы, первый столбик, второй столбик, вторая добавка и последнее добавление поворота, первый столбик и в эту же точку второй столбик. Готово. Возвращаю маркеры на место и продолжаю вязать, делая аналогичные добавления и на другом повороте. Сейчас я вяжу уже 3-й ряд, и расстояние между маркерами увеличивается с одной и с другой стороны соответственно. С этого ряда мне нужно делать добавление, но так, чтобы добавление предыдущего ряда
не было под добавлением текущего ряда. То есть вот 2 столбика, выходящие с одной точки, мне нельзя попасть между этими столбиками. Поэтому я делаю добавку немножко раньше, до этой точки. Здесь провязываю 2 столбика. Теперь столбик без добавки. И снова столбики с добавлением. 1 и 2 столбик в эту же точку. Проверяю. Добавка не получается над добавкой прошлого ряда. Первая, вторая и последнюю, третью провязываю до следующего маркера в эту точку. Если добавление будет приходиться на добавление прошлого ряда, то у поворота появится угловатость, а мне нужно закругление. Возвращаю маркер в намеченные точки и продолжаю навязывать ряды в необходимом количестве по желаемым размерам сумки. Добавки по повороту распределяю так, чтобы они не совпадали с добавлениями прошлого ряда. Вот от маркера до маркера здесь и от маркера до маркера здесь. Продолжаю вязать мой овал. Сейчас у меня провязано 7 полных рядов, и я захожу на 8. Просчитать ряды можно от центральной части, от той самой косички из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соответственно, здесь, здесь и здесь у меня тоже 7 рядов. Размеры заготовки на этом этапе 28 сантиметров на 15 сантиметров. Мне этого размера донышка достаточно для сумки моего размера. Теперь я удаляю маркеры. Сейчас у меня в круг 68 петель. Можно сделать отметку, где начался второй ряд. Вот последнее добавление поворота. В эту точку я закрепляю маркер. Здесь у меня начинается 8 ряд. С 8 ряда я вяжу по кругу 68 петель в каждом ряду, без добавок. По сути, уже начинаю навязывать стенки моей сумки. У меня провязано 3 ряда без добавлений и 10 рядов от начала вязания. Здесь я сейчас перехожу на другой узор. В следующую по полотну точку провязываю соединительную. Далее петля подъема. Теперь у меня будут перекрещенные столбики, столбики без накида. Я возвращаюсь на одну точку назад. Текущая точка – это предыдущая точка. Вставляю туда крючок и вытягиваю петлю. Провязываю столбик. Готово. Теперь в каждую последующую точку я захожу сначала на шаг вперед, потом на шаг назад. Перекрещиваю столбики в этом порядке. Снова пропускаю одну точку, вставляю за обе дужки кромочной косы, вытягиваю достаточно свободно, провязываю столбик и возвращаюсь теперь в пропущенную точку. Подхватываю петлю, вытягиваю достаточно свободно и провязываю столбик. У меня получаются перекрещенные столбики. Еще раз пропускаю одну точку, в следующую провязываю столбик, достаточно свободно вытягивая его длину. И теперь возвращаюсь в пропущенную точку. Столбик и провязываю. Вот такой узор у меня получается. Вяжу точка за точкой перекрещенные столбики. У меня завершается первый ряд узора, и здесь я также перехожу на спиральное вязание. Узор немножко в шахматном порядке, то есть этот фрагмент находится
под этим. Сейчас я буду вставлять крючок первый раз в эту точку. Обратите внимание, это вторая диагональная петля первого ряда узора. Вот в эту кромочную косу. Вставляю крючок, вытягиваю, провязываю столбик. Далее вставляю крючок на точку назад. По сути, это вот эти точки по полотну. То есть это расстояние между перекрещенными точками. Крючок и провязываю. Далее то же самое. Первый раз между перекрещенными петлями. Второй раз на точку назад. Снова то же самое. Между перекрещенными петлями. И возвращаюсь на один шаг назад. Так продолжаю навязывать необходимую глубину. Если ориентироваться на маркер, у меня провязано 3 ряда узора. Я маркировала равноудаленные точки. Нашла их, поднявшись от донышка по рядам. Напоминаю, у меня 68 петель в круг, значит между маркерами по 34 петли. Здесь сейчас буду делать добавление для того, чтобы сумочка немного расширялась кверху. Удаляю маркер. У меня провязано перекрещение узора. И далее я бы вставляла крючок в эту точку. Но для того, чтобы сделать добавление, вставляю крючок в текущую точку. Провязываю столбик. Возвращаюсь в предыдущую от этой точки. Провязываю столбик. Это добавка. Далее продолжаю. Как и вязала, вставляю крючок между перекрещенными петлями прошлого ряда. И возвращаюсь на еще одну точку. Готово. Здесь можно вернуть маркер. В следующий раз такое добавление я буду делать через 2-3 ряда. Скорее всего, через 3. Вот здесь сейчас маркер. Вяжу, провязывая добавку здесь. И каждые 3 ряда повторяю. Навязываю необходимую глубину. У меня провязано 16 рядов узора, это около 20 сантиметров. Общая глубина изделия 25-26 сантиметров. Добавление я сделала по 3 раза с одной стороны и с другой стороны. На каждый 4 ряд. 4, 8, 12. Последнее добавление я делать не стала. Добавляла я сразу по 2 петли, то есть по одному перекрещению. Сейчас у меня 40 перекрещенных петель в круг, 80 кромочных кос. Я отметила 17 пар петель с одной стороны, 17 пар с другой стороны. Между этими отметками здесь у меня 1, 2, 3 фрагмента узора и 3 с этой стороны. Сейчас мне нужно закончить вязание плавно с помощью провязывания соединительных. Столбик и соединительная. Отрезаю нить с небольшим запасом, вытягиваю и в следующую петлю увожу ее, возвращая в исходную. В этой точке ряды прекратились, и сейчас я буду вывязывать проймы под ручки. Но прежде, для удобства, лучше вшить подкладку в эту часть изделия. Я вшила самый простой прямоугольный мешок со строченными углами и перехожу к вывязыванию основания ручки. Здесь маркированная точка. Вставлять крючок я буду прямо между перекрещенными петлями прошлого ряда. Подхватываю нить и формирую первый столбик. Готово. Край начала пускаю, он будет ввязываться в полотно. Далее я вставляю крючок
в точку между перекрещенными петлями прошлого ряда, вывязываю столбик и возвращаюсь на точку назад. Готово. Далее все то же самое по узору до следующего маркера. Здесь провязываю последнюю пару петель и заканчиваю ряд столбиком без накида в следующую кромочную косу. Далее петля подъема, переворачиваю вязание, по этой стороне я буду вязать обратный ряд с убавкой в начале ряда. Здесь пропускаю точку для провязывания, она уйдет на убавление. Далее еще одна точка, ее пропускаю, в нее вернусь, чтобы перекрестить столбики. В третью точку от крючка провязываю столбик без накида. Потом возвращаюсь во вторую точку, провязываю столбик без накида. Готово. Здесь получается скошенный угол. Далее все то же самое. На точку вперед, на точку назад. Точка вперед, точка назад. Так до конца этого ряда. В конце ряда точно так же последняя пара перекрещенных петель. Здесь пропускаю одну точку и сразу вставляю крючок, провязываю столбик. Таким образом делаю убавление. Петля подъема, переворачиваю вязание, все то же самое. Пропускаю одну точку, вторую, в третью вставляю крючок, провязываю столбик, далее возвращаюсь на одну точку назад, провязываю столбик. В конце ряда будет точно такое же убавление. Я пропускаю одну точку, каждый следующий ряд, если вязать так, уменьшается на одну пару петель. Провязываю сейчас еще один ряд до этой точки. У меня получается навязано 3 ряда, и здесь я уже наметила маркерами, где пойдет пройма для ручек. От маркера до маркера столбики я вязать не буду. Петля подъема, переворачиваю изделие, пропускаю первую точку, вторую, в третью вставляю крючок, столбик без накида. Возвращаюсь на точку назад, еще один столбик. Далее то же самое до маркированной точки. Перекрещиваю петли попарно. Получается уже 2 пары петель, третья. И здесь помещается еще 4-я пара петель. Готово. Теперь удаляю маркер и провязываю столбик без накида. Петля подъема, переворачиваю. Здесь навязываю рядность с такими же точно убавлениями. Первую точку пропускаю, вторая, в третью вставляю крючок. Столбик, возвращаюсь во вторую, столбик. Снова текущая точка, возвращаюсь в предыдущую. Далее то же самое. Перекрещиваю петли. В каждом следующем ряду будет на одну пару петель меньше. Если здесь у меня было 1, 2, 3, 4, здесь 1, 2, 3 и уже ряд заканчивается. Провязываю столбик, делая убавление. Петля подъема. В следующем ряду будет только 2 пары петель. Первую пропускаю, вторая, в третью вставляю крючок. Возвращаюсь во вторую и так далее. Вторая пара петель и делаю убавление.
пропускаю точку, провязываю столбик без накида. Петля подъема. Здесь у меня уже одна пара перекрещенных петель. Пропускаю точку, вторая, в третью вставляю крючок, столбик, возвращаюсь во вторую, столбик, пропускаю точку, провязываю столбик без накида. И последний завершающий ряд, петля подъема, переворачиваю вязание и провязываю столбик без накида 1, 2. Получился заостренный край. Прерываю нить с небольшим запасом и вытягиваю ее полностью. Оставляю эту часть, пока не трогаю, вывязываю такой треугольник здесь и вывязываю точно такую же пройму с этой стороны. Я связала все 4 части. Теперь не укорачиваю нить после вязания последней детали, петля подъема, переворачиваю полотно, и сейчас мне нужно обвязкой столбиками без накида пройтись по всей длине края. Здесь я ввожу крючок один раз, это вершина, она окончательно заострится. И перехожу на боковую часть. Напротив каждого ряда делаю столбик. Делаю достаточно компактно, чтобы не было отверстий. В эти точки, в кромочные косы, впоследствии закрепится ручка. Прохожусь столбиками здесь, здесь, здесь и заканчиваю в точке начала. Конец ряда обвязки отрезаю с небольшим запасом нить и вытягиваю ее полностью. Здесь делаю соединение с первой кромочной косой этого ряда. Увожу нить туда и возвращаю ее в исходную точку. Можно спрятать на изнанке. Теперь необходимо подготовить ручки для вшивания. Обращаю ваше внимание, можно просчитать кромочные петли и соответственное количество петель набрать здесь. Или по размерам набрать петли отсюда до сюда и вшить в эти петли. От этой точки до этой точки у меня 23 петли. Здесь сейчас набираю это же количество петель. Если ручки у вас натурального бамбука, спрячьте под обвязку точку их склейки. Отсюда и начинаю. Это первая петля. Нужное количество петель набрано. Вытягиваю нить полностью с хорошим запасом. Этот запас пойдет на то, чтобы пришить ручку к сумке. Здесь удаляю маркер. В маркированную точку вставляю одну нить, хорошо подтягиваю и создаю узелок. Далее эту двойную нить вставляю в иглу. Можно пришить ручки к сумке любыми стежками, как вам удобно. Можно сшить крючком, но я хочу сделать это как в оригинале. Стежки туда-обратно. Здесь и выходит здесь. Далее следующая кромочная коса за обе дужки. И выходит в следующую косу. Напоминаю, количество точек у меня совпадает. Хорошенько подтягиваю, материал не тянется, чтобы здесь было плотное прилегание.
Сумка получилась очень аккуратная и красивая, немного меньше оригинала, но все зависит от навязанного размера донышка. Свяжите его меньше или больше, и ваше изделие изменится в размере. У меня получается по дну 27-28 сантиметров, ширина донышка около 12 сантиметров, полная глубина изделия 35 сантиметров, ширина 33 сантиметра. Неповторимая фактура, натуральная и очень приятная, прекрасно держит форму. Послужит акцентом в любом летнем образе. От 3 мотков крученной рафии у меня осталось совсем немного. Ориентируясь на мой расход, вы можете просчитать расход для большего или меньшего размера. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!